Этот вкусный и полезный рецепт готовится из обычной овсянки. Кто бы мог подумать, что обычная овсянка может быть настолько вкусной? Все мы знаем, что она полезна. Все мы знаем, что она дешевая. Но чтобы из нее можно было готовить такую вкусноту, в общем, сейчас, друзья, вы это увидите и насладитесь не только, я думаю, вкусом, но и красотой данного рецепта. Я рад приветствовать вас на канале Художник на кухне. Меня зовут Валера, и мы начинаем. Первое, что я взял овсяночку, и далее я беру сухофрукты в виде изюма и заливаю водой. Для чего? Для того, что все сухофрукты продаются с диоксидом серы, консервантом, но нам от него надо избавиться. В этом нам помогает вода. Это знает даже мой любимый котик Рыжик, который передает вам привет и ставит вам лайк. Далее, через 15 минуток изюмчик у нас уже отошел, очистился от диоксида серы, и он идет у нас в овсяночку. Рецепт простой, как я уже сказал, из доступных ингредиентов, и отличает его то, что вот приготовив и скушав его один раз, он станет вашим любимчиком. И я в этом настолько уверен. Почему? Потому что он стал моим любимчиком с первого раза. Как только я его попробовал, как только я увидел, насколько он вкусен, я сразу же влюбился в этот рецепт. Я добавил сливки 30% жирности, 33% жирности, если быть точным, чтобы овсяночка набухала. И пока овсянка набухает, я взял 2 банана. Бананы среднего размера и средней спелости. Все, что нам надо сделать с бананами, это их очистить. Кстати, друзья, рекомендую вам вот эти 2 прекрасных рецепта. Они очень-очень вкусные. Ссылки на них вы найдете в описании. А пока я нарезаю банан. А точнее 2 банана нарезаю на кружочки толщиной примерно 1-1,5 сантиметра. Почему я так делаю? Потому что в дальнейшем нам легче будет их обрабатывать. А пока я беру грецкие орехи и добавляю в овсянку, в которую уже добавлен изюм и сливки в количестве 100 мл. Сливки желательно брать комнатной температуры. Далее в ход идет мед. Мед у меня свойский, и я понял, что качество меда зависит от одного лишь фактора – от честности пасечника. Я сам был когда-то пасечником и знаю, как легко сделать мед дешевым и некачественным. И его не отличишь от качественного меда. Поэтому все называется на совести пасечника. Берутся 2 такие красивые емкости, берется 2 стакан овсяночки, который я буду блендировать. Блендирую я для того, чтобы ее измельчить. Это будет отдельный слой овсянки в этом рецепте. И мои барбосики передают вам привет. Это Тигра и Аватар. Интересно, кто из них мальчик, а кто девочка? Большинство людей ошибаются в комментариях по поводу моих песиков. Не угадывают, кто девочка, а кто мальчик. Интересно, а вы угадаете? И я привык как муку просеивать обычную, которой я уже стараюсь не пользоваться, так я и просеиваю и вот данную муку от большой фракции. Далее беру какао и добавляю измельченную муку из овсяночки. Почему я так делаю, вы узнаете буквально через секунду, для чего я
перемешивал, измельчал дальнюю муку. Пока добавляется сливочки, чтобы овсянка набухла. Сливки, повторюсь, беру комнатной температуры. Желательно, друзья, все продукты брать комнатной температуры. У меня в свое время не получались пышные оладьи по одной простой причине. Потому что я брал холодные яйца и холодные ингредиенты. И от этого не поднималось. И говоря про муку, мне интересно знать, какую же муку вы предпочитаете, какая ваша любимая. Поскольку я уже отказываюсь от обычной пшеничной муки, мне интересно ваше мнение, на какой муке вы готовите. В комментариях с удовольствием прочитаю, возможно, что-то возьму для себя ценное на заметку из ваших комментариев. И для чего я измельчал банан? Для того, чтобы он хорошо, а главное быстро и просто соединился с измельченной овсяночкой. Именно для этого я измельчал овсянку. Именно для этого я нарезал колечками бананы, чтобы сделать такую кашицу, которая легко соединится в единую массу. Вот такая красота получается. И наш рецепт уже практически готов. Осталось все красиво сделать. Подскажу маленький секрет. Вот эта овсяночка, она пока прилипает к ложкам и вилкам. И чтобы она не прилипала, я использую два предмета. Вилку, на которой несу овсяночку, и ложечку чайную, которой я снимаю с вилки овсянку. Так делать гораздо проще. И в ход идет одна хурма спелая, азербайджанская хурма в моем случае. Я люблю хурму не вяжущую и люблю, чтобы она была мягкая. Чем мягче хурма, тем она больше нравится мне. А какую хурму, интересно, вы предпочитаете? Потому что кто-то предпочитает, чтобы она была не мягкая, не очень мягкая. Кто-то предпочитает, чтобы она была... Королек есть такой сорт. Ну, в общем, у всех разные предпочтения. И интересно, друзья, кто же вам из моих питомцев понравился больше? Кот Рыжик или песики мои барбосики любимые? Интересно будет прочитать ваше мнение в комментариях. А пока хурма нарезана, мы занимаемся самым главным. Мы делали подготовку, а теперь вот самое-самое, что называется, мы в удовольствие занимаемся рецептом. Это та фаза, когда мы уже буквально готовые ингредиенты укладываем красиво и сочно. В моем случае это будет два разных рецепта, практически два разных вкуса. В каждом бокале, или как правильно называется эта емкость, я даже и не знаю, как правильно называется, или емкость для десертов, как-то назвать ее можно. Так вот, в каждой емкости будет свой вкусный, уникальный вкус. И этот десерт, я не знаю, как его назвать по нашему языку. Этот десерт, он на английском языке, если переводить на наш русский, называется ночная овсянка. Потому что овсянке желательно дать настояться. Кстати, друзья, кто не подписан, советую подписаться. Просто чтобы не потерять на просторах интернета вкусные, полезные рецепты, которые выходят регулярно на канале «Художник на кухне». И как вы видите, в одной емкости у нас спелая хурма, а во второй аппетитная, красивая и вкусная киви. Если вам, друзья, нравится этот рецепт, поделитесь им с друзьями и близкими. Так вы его не потеряете и доставите радость своим близким
потому что рецепт, очень классный. На самом деле он настолько вкусный, и он вкусен не только для нашего живота из доступных ингредиентов, но и он несет усладу для наших глаз. Потому что в завершении рецепта вы увидите, насколько он красив. В ход идет тот самый первый слой овсянки, которая пропиталась с грецким орехом, изюмчиком и сливками, а завершающим слоем в одном из бокалов будет то самое яблоко. Но это будет не завершающий слой, поскольку мы будем делать еще красивую белоснежную шапку из полезностей. Друзья, каким заменителем сахара, интересно, пользуетесь вы? Я тут подумал, что сахаром я давно уже не пользуюсь. И сахарозаменитель я использую в крайних редких случаях, а пользуюсь медом, и то ограниченно. Вот интересно, а каким сахаром или сахарозаменителем вы пользуетесь? Может, я что-то возьму на заметку из ваших комментариев. Поскольку мне нравится из сахарозаменителей, это дынный сахар. Это единственный, который он содержит низкий гликемический индекс и, скажем так, наименее вреден для нашей поджелудочной. Меньшую нагрузку несет на наш организм. Наш рецепт почти подошел к завершению. И сейчас фаза, которая самая вкусная, что называется, оформительская, я ее так называю. В ход идут у нас уже замороженная клубничка. Чтобы этот рецепт, друзья, вы ощутили в полную меру, сейчас доскажу далее, но пока я добавляю во вторую емкость малину, замороженную малину. Почему замороженную? Потому что она лежит у меня в морозильнике, так же как и клубника. И этот рецепт по-английски называется «ночная овсянка». Потому что надо ей дать простояться, как хорошему торту, дать, чтобы он простоялся, пропитался, чтобы коржи пропитались. Точно и так же и здесь пропитываются все слои, соединяются друг с другом. Я добавляю кокосовую стружку, и вот такая красота у нас получается. Друзья, это, на мой взгляд, это красиво. Вот эти десерты, они выглядят по-разному, но самое главное, они имеют разный вкус, абсолютно разный вкус. Вот посмотрите, у меня есть еще рецепты в таких баночках. Тоже видео вышло совсем недавно. Там совсем другие вкусы, друзья. Очень рекомендую. Я даже оставлю в описании ссылочку, если не забуду. Крайне рекомендую приготовить. А сейчас самое вкусное время рецепта – дегустация. У меня слюна течет просто весенней рекой полноводной. А у вас, друзья? И мне интересно, насколько данный рецепт вам понравился по 10-бальной шкале. Единица ужасно, вообще не понравился. 10 баллов – все шикарно, все понравилось. И ваше честное мнение в комментариях очень мотивирует меня снимать для вас новые полезные рецепты на канале «Художник на кухне». Я с вами не прощаюсь, так как я знаю, что мы с вами увидимся в новом полезном и вкусном рецепте на канале «Художник на кухне». Пока-пока.